И мы продолжаем говорить об этой чудовищной войне. И сейчас к нам на связь выходит Алексей Арестович, с которым мы и обсудим самые последние новости об этой чудовищной и страшной войне, которая, конечно, является преступлением российского режима. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется начать, конечно, с главной темы, которая у нас и в заголовке, о которой спрашивают зрители в России, которая сейчас интересует всех там, под номером 1. Это новость. Крейсер «Москва». Что известно на данную минуту вам, как официальному лицу украинской стороны? Подбит он, затонули все или выжили? Что там вообще случилось? Что мы должны знать об этой ситуации? Ну, давайте посмотрим на открытый источник. Что из неоткрытых я все равно говорить не буду, правильно? Значит, взорвалось там что-то. И по одним данным он утонул, по другим крейсер, по другим данным он на плаву и буксируется в Севастополь. Но, честно говоря, мне кажется, что это мелочь. Утонул, не утонул, потому что в любом случае он не боеспособен на очень долгое время, либо не способен отсюда и навсегда. Опять же, покажите членам экипажа, потому что турки спасли, по официальным источникам, 50 из 550. Из 510. Где остальные? Большой вопрос. Окей. Алексей, подскажите, пожалуйста, вот, честно говоря, я, например, когда мне нужно узнать какую-нибудь информацию по этой войне, захожу, например, в телеграм-канал, который называется Алексей Арестович. В этом телеграм-канале было вполне четко и понятно описана судьба этого крейсера. Скажите, пожалуйста, тогда, насколько официальным является этот источник информации, чтобы мы в следующий раз, например, не допускали никаких ошибок. Арестович офишал, вы имеете в виду? Синяя галочка? Возможно, да. Сейчас я проверю на Есть всякий случай. очень много поддельных каналов, где пишут все, что хотите, только это не будет. Мой канал с синей галочкой называется Арестович официальный. Пользуйтесь им, если что. Хорошо, про корабль вы нам в ясность не добавили. Окей, вопрос тогда про случившееся на границе с российскими городами. Огромное количество российских регионов сейчас вводят как это называется, повышенную угрозу террористическую и запрещают петарды, салюты для того, чтобы не пугать людей. Говорят о каких-то обстрелах. В Брянской области сегодня показали снаряд, который прилетел. Это что? Со стороны Украины атака на приграничные населенные пункты российские? Или это сами российские войска допускают ошибки и сбрасывают ракеты случайно на населенные пункты Российской Федерации? Про это что-то нам можете прояснить? Кто их знает? Ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации, несут же не украинские власти, а власти Российской Федерации. Им виднее. Между прочим, способ ввести террористическую опасность – это один из способов, вернее, принцип ввода опасности – избежать отправки в Украину. Росгвардия, ФСБ, пограничники могут сказать, мы тут боремся с террористической опасностью прямо в России, не посылайте нас в Украину, смотрите, нам же надо бороться здесь непосредственно тут, на нашей земле. Как вы интересно перевернули новость, потому что наоборот, вот эта та самая террористическая опасность, она может быть началом или приглашением к более масштабной атаке, например, на Киев. И как раз мы хотели у вас тоже спросить, как вам кажется, насколько это реально и каким будет ответ с украинской стороны? Есть чем атаковать? Это я скорее у вас должна спросить, учитывая, что вы являетесь одним из главных спикеров по этой теме. Уж вы-то знаете про российское вооружение в разы больше, чем мы. Может, конечно, стрельнуть чем-то по Киеву, какими-то там ракетами и так далее. Нам не привыкать. Нам по Киеву стреляли 30, не, больше, наверное. Почти 40 суток непрерывно каждый день. Постреляют еще. Часть собьем, часть не собьем. В зависимости от того, какие цели будут выбраны, какой будет ущерб, ответим. Найдем способ ответить. Поэтому тем, кто хочет бить по Киеву, надо трижды подумать, надо им ответить. Алексей, Мариуполь, тема, которая не покидает все полосы газет. Все говорят о том, как важен сейчас Мариуполь для российской стороны. Американские журналисты пишут о том, что Россия пытается создать ситуацию, где будет 7-10 к 1 в преимущество военных, в количестве военных на этой территории. Появляются кадры с российской стороны о том, что военные Украины сдаются в плен, люди, которые обороняли Мариуполь. Что там сейчас происходит и как долго там продлятся? Потому что уже 1,5 месяца в блокаде живет Мариуполь. Как долго он еще будет в осаде? И правда ли неправда про сдачу в плен огромного количества военнослужащих Украины? По раздаче в плен неправда. Там нарисовали 1000, которая сдалась. Да. Действительно попали в плен наши военнослужащие, но в несколько раз меньше, чем написали.
Попали они, 36-я бригада держала отдельно районную оборону, часть из них прорвалась к Азову и заняли совместный район обороны, там усилили его. А часть пыталась прорваться в другом направлении, попали под артиллерийский авиационный удар, по предварительным данным, и в ходе боя попали в плен. Те, кто уцелел. Они действительно в плену сейчас, но их сильно меньше, чем это пресловутые 1000. Тут надо урезать осетра. А то, как у нас танков уничтожили уже 1400, судя по российской пропаганде, из 800, которые у нас были на начало конфликта. И по третьему кругу уже уничтожают украинскую авиацию, а потом говорят, что украинские вертолеты нанесли удар в Брянской области. Само же Министерство обороны Российской Федерации. Здесь надо как-то определиться с теми тезисами, которые выдвигают в публичное пространство. Они противоречат друг другу. Если действительно то, как говорят сейчас специалисты о том, что Россия перебрасывает все возможные ресурсы и все возможные силы на осаду Мариуполя для того, чтобы взять его как можно скорее, да, называется даже дата, к 9 мая, насколько у Украины вообще есть силы сейчас обороняться, потому что, когда в количестве 7 к 1, 10 к 1, это же довольно сложно, и ресурсы Украины тоже не бесконечны. Если мы видим 50 дней уже это целый подвиг, и весь мир восторгается силой и смелостью армии Украины, но есть ли еще запасы для того, чтобы сопротивляться превосходящему в численности оппоненту? Раз сопротивляются, значит, есть, наверное. Я про то, какие ресурсы, помогает ли поддержка, которая приходит. Никто же не скажет. Да, большая земля помогает по разным способами, но что касается ресурсов, никто не скажет. Реально. Это военная информация, которая представляет собой государственную тайну. Поэтому, увы и ах, я не могу ответить на этот вопрос. Что касается помощи, она оказывается разными средствами, прямыми, косвенными, теми, о которых тоже, увы, особо не скажешь, потому что это военная информация. Но она существенна, она какую-то роль играет и помогает, или это пока просто символический жест со стороны? Давайте рассмотрим. Какой смысл командования делать символический жест? Рассмотрим утопление в порту Бердянска российского большого десантного корабля. Это же был путь снабжения Мариупольской группировки российских войск из Крыма. И очень существенно, потому что морской транспорт самый эффективный вид транспорта. Туда поставлялось огромное количество личного состава, техники, запасов всяческих. Потом что-то там взорвалось, БДК утонул, и они с тех пор не пытаются это использовать. Опять же, маршрут очень эффективный, железнодорожный, второй по эффективности после морского, из Крыма в Мелитополь. Там что-то произошло с железной дорогой, и теперь тоже уже никто не снабжает. Снабжение идет по старинке автомобилями, оно куда менее эффективно, чем морское железнодорожное. Наглядный пример помощи защитникам Мариуполя. Алексей, я понимаю, что ваша должность, безусловно, накладывает на вас определенные ограничения, что мы уже не раз имели возможность увидеть в течение нашего с вами разговора. Но давайте тогда про пленных поговорим. Я надеюсь, что там будет чуть меньше таких темных пятен. Возможно, очень простой, очень банальный вопрос у нас возник, но тем не менее. Сегодня вот 4-й раунд, если это можно назвать раундом обмена пленными, состоялся, и были освобождены 22 военных и 8 гражданских. Вы можете объяснить, что делают там гражданские? Откуда эти 8 человек? Это нужно спросить Ирину Верещук, нашего вице-премьера, которая... Не дает, к сожалению, комментарий. Мы очень много раз пытались до нее достучаться, поэтому еще раз вам огромное спасибо за готовность с нами говорить. Но она знает, что не готова говорить. Чувствую всю степень ответственности. Я тоже не готов говорить, чувствую всю степень ответственности, потому что, все-таки это очень чувствительный вопрос. Кто эти гражданские, кто эти военные. Все это сложно. И для того, чтобы эти переговоры в дальнейшем были успешными, которые до времени нельзя говорить, кого и по каким принципам. Возвращаются люди домой, это хорошо. Публично могу... Нет, не могу. К сожалению. А другая тема, которую все обсуждают в контексте Украины, это арест путинского кума, господина Медведчука, коррупционера, жулика. Мы в России боремся с коррупционерами, и поэтому, когда увидишь в наручниках человека, который тоже себе наворовал дворцы и яхты, наше-то сердечко радуется и ликует. Как эту новость восприняли в Украине? Насколько вообще это важно сейчас, арест Медведчука? Насколько он влиятельный был в ходе этой войны? И если вы можете с нами поделиться этим секретиком, как он был задержан, что он делал в форме военной, и действительно ли его пытались вывести российские спецслужбы, о чем пишут сейчас журналисты Украины? В ходе войны он не был влиятелен, он прятался. Что касается до войны, он был влиятелен в деле организации этой войны. Он и его медиапул, и его родственник Путин, кум, вовсю работали, чтобы подготовить эту войну, осуществить информационную операцию в стратегическом масштабе.
по подготовке войны. Не зря его каналы не запрещают. Сердце каждого украинца очень обрадовалось, когда его увидели в наручниках. И у нас был праздник, такой шторм, фестиваль мемов, который пронесся по интернету. Все радостно отметились по поводу. Значит, что касается подробностей ареста, Служба безопасности Украины заявила, что, цитирую, что он скрывался в Украине, был задержан при попытке сбежать из Украины на территорию Приднестровья. Его охрана сказала, что когда он говорил с супругой Оксаной Марченко, он заявил, что делом занимается лично Путин, и ФСБ обеспечит ему безопасный вход. Вот. Но не сумел обеспечить. Алексей, а супруга этого Медведчука записала обращение к Зеленскому с просьбой отпустить своего мужа и почему-то к Эрдогану, но к Путину они не апеллируют. Почему так и почему, какая роль тут вообще Эрдогана в судьбе Медведчука? Почему она решила записать обращение именно к нему? Это сложный вопрос. Я тоже думаю, Эрдоган тоже пытается понять, а почему вдруг к нему. Кроме того, лидеры других государств наверняка задались вопросом, а почему она, собственно, их обошла и не могла бы записать одну них. Как это так она, раз Эрдогана почтила, а всех остальных нет. А как же лидеры, например, Северной Кореи или Замбии? Почему она их несправедливо обошла, адресуясь с просьбой это самое? Это загадка. Возможно, эта загадка связана с тем, что переговоры идут в Стамбуле, и она обратилась к Эрдогану как переговорщику, но до сих пор международное сообщество гадает, возможно, будет заседание ООН, специально посвященное этому вопросу, почему именно Эрдоган. Что касается Путина, тут все очень просто. Он кум. Записывать куму обращение по телевизору как-то очень сомнительная история. Ему же всегда можно позвонить и спросить, а как же так? Ты обещал мужа вытащить, а не сложилось. Что произошло? Может, она хотела записать Путину, но я советовал. Это какая-то семейная история. Я думаю, наверное, не разберусь, что с ней. Мне нравится, с какой нескрываемой иронией Алексей Арестович отвечает на наши вопросы. Ну что ж, давайте продолжим, раз уж у нас пошел такой разговор. Я не знаю, можете ли вы ответить на этот вопрос или нет, но вот Медведчук как человек, который сейчас находится, очевидно, в плену, да, давайте назовем это так. Вот как вы лично оцениваете его ценность с точки зрения обмена? Он вообще фигурирует вот в этих раскладках, кого на кого меняем? Если вы, конечно, можете ответить на этот вопрос. Чего же он в плену, если он гражданин Украины? Он задержан. Давайте так. Нашими правоохранительными органами, да, если в этом отношении его осуществляются все процедуры, положенные по правовому государству, нас так просто никого не арестуют и не задерживают. Что касается его обменной ценности, это же большой вопрос. Граждан Украины вообще не выдают. Украины. Если он гражданин России, в чем я практически не сомневаюсь, это другой вопрос, только это надо доказать. Что касается обменного потенциала, об этом надо говорить с российской стороны, как она его оценивает, что видит. Она, кстати, подпишила заявить, что у него не очень-то и хотелось, с одной стороны. С другой стороны, посулить страшные угрозы тем, кто арестовал Медведчука или злорадствует по этому поводу. Мол, ходите, оглядывайтесь, сказал Димон Медведев, да, и мы, иначе мы сами вас похитим, вы будете представителем тоже в одном поле. Вот. Излишняя любовь к айфонам, она же, говорят, когда человек туда все время смотрит, он попадает в такой виртуальный мир, после чего отрывается от реального мира, и случаются такие вещи, как специальная военная операция в Украине, которая могла быть обусловлена только полным отрывом от реальности заместителя секретаря национальной безопасности Российской Федерации и всех его окружения. Допустим. Хорошо. Что касается обменного потенциала, решим в ходе переговоров. Только тут есть еще один нюанс. Судя по аресту генерала Беседы, начальника этого управления, и возможному задержанию Суркова и других событий, происходящих в Москве, отстранение 5 командующих армиями, и вроде как говорят аресте командующего Черноморским флотом, все это надо проверять. Я не думаю, что Медведчук сам стремится в Москву. Ведь ему тоже зададут вопрос, а где 5 миллиардов долларов, которые ему в том числе шли на ослабление Украины, на пропаганду, на разложение нашего боевого духа, морали и так далее, на проведение российского влияния. Зато опубликовали список его квартир и достижений. Там выдающиеся достижения. 32 квартиры, 30, куртка кожаная, 3 штуки, 33 штуки и так далее. Возможно, он наворовал это все, а теперь же надо будет отвечать на вопросы следователей ФСБ, деньги Лефортова. Куда делись деньги, выделенные Владимиром Владимировичем российским государством из бюджета на победу над Украиной. Я не думаю, что он очень хочет в России. Я думаю, что он будет делать все, чтобы остаться в Украине. Вот он лично. Мне почему-то такая. Я бы хотела добавить, что, например, президент России Владимир Путин улетел в параллельную реальность, ни разу не держав в руках iPhone. Это так, к слову, небольшая ремарка. Тогда короткое уточнение. Скажите, я правильно понимаю, что украинская сторона условно ждет
цену, сколько предложат за Медведчука. То есть готовность вступить в какой-то обменный процесс конкретно по этому человеку с вашей стороны, скорее всего, есть. Ну, президент сказал об этом. Президент Зеленский сказал, что, возможно, он обменяет на защитников плен, который защищает. Так прозвучало в день задержания. Вечером он говорил об этом. Могу процитировать президента. Наверное, рассматривается. Но цена – это плохой вопрос. Какой бы ни был враг Медведчук, цена в предложении к человеку неправильно формулировка. Разве что в кавычках, если взять. Это обменный. Давайте назовем это обменный потенциал. Давайте называть это дипломатичный обменный потенциал. Тогда есть еще несколько вопросов, если позволите. Вот вы в своей речи упомянули Суркова. Видимо, вы интересуетесь так называемой российской элитой. Может быть, вы интересуетесь министром обороны Российской Федерации господином Шойгу и можете что-нибудь со своей стороны нам рассказать, учитывая, что наши источники, к сожалению, совсем не готовы ничего говорить конкретно. Ну, я не очень ими интересуюсь, потому что мне неинтересно. Но, опять же, исходя из открытых источников, что только не вбрасывают, и Фартунину, и Тонину, и все это, мы дождемся информации реально, и рано или поздно. Понимаете, с точки зрения проведения операции и перспектив в Украине нет никакого смысла, никакой разницы, жив Шойгу, не жив Шойгу, с инфарктом Шойгу, без инфаркта Шойгу. Шойгу же не военный начальник, он ничего не определяет. Его задача как министра обороны была подготовить вооруженные силы к борьбе. Но судя по тому, как они борются, ему надо давать где-то трижды Героя Украины, потому что больше ущерба вооруженных сил Российской Федерации, чем Шойгу, нанести было сложно. Вот, поэтому, очевидно, это заслуженный человек. Нас может интересовать только с точки зрения увековечения его имени в борьбе с путинским режимом, потому что как бы большего ущерба, наверное, за все 30 лет независимости России вряд ли кто-то наносил. А вот как оценит российское руководство его замечательное достижение на посту министра обороны, это видно и российскому руководству, тут сложно сказать. Алексей, мы видим кадры, как европейские лидеры, политики, депутаты, европарламентарии, все приезжают сейчас в Киев, встречаются с депутатами из Украины, встречаются с президентом Зеленским. Можно сказать, что Киев сейчас безопасное место. Можно сказать, что он сейчас не подвергается такой угрозе, которая была еще неделю назад, которую мы в прямом эфире транслировали. Угроза от Киева ушла, туда возвращается нормально, если можно во время войны вообще употреблять такой термин, нормальная человеческая жизнь. Ну, скажем так, зважаючи, как по-русски будет. Скажем так, смотря на потенциал ракетный, который остался в Российской Федерации, как бы у ее вооруженных сил, нельзя сказать, что в Украине есть хотя бы хоть одно место, которое может вполне считаться безопасным. То, что по Киеву некоторое время не бьют, это в любой момент может измениться, как не били 10 суток по Черниговской Сумской области, а сегодня нанесли ракетный удар. Снова, вполне то же самое может быть и в Киеве. Но есть лидеры, которые, народные депутаты, представители парламента, депутаты стран, которые не боятся этого. Есть киевляне, которые не боятся возвращаться домой. И как бы каждый принимает решение сам. У нас свободная страна. Военные власти могут рекомендовать или даже запрещать в крайнем случае. Но Киев точно не в той ситуации, когда запрещают. Что касается рекомендуют. Сегодня замминистра обороны Анна Мальнер призвала киевлян не спешить с возвращением. Это рекомендация, это не запрет. Но каждый принимает решение сам. Что касается, возможно, наземной угрозы снова Киева, мне она представляется сильно маловероятной. Потому что для того, чтобы ее осуществить, нужно собрать точно такую же группировку, которая была, а желательно посильнее, потому что сейчас Киев еще лучше готов к обороне, чем был тогда. И снова приехать сюда. Но результат прошлого приезда хорошо известен, мы не успеваем собирать по лесам. Да, как бы. А что касается новой группировки, я не представляю, где ее нужно делать. Что даже если нашкребать людей, то вооружать их совершенно нечем, ибо мы уже видим танки Т-72, которые заезжают на восток Украины без динамической брони с российской стороны, да, с разными катками. В общем, это не та вооружение техника, которое можно серьезно держать Киев или вообще Украину. Так, поддержать штаны, чтобы не упали совсем где-то под изюмом, да, это еще куда дальше. Алексей, мы видели сообщения, в том числе и ваши, о том, что много иностранцев воюют на стороне Украины сейчас, поддерживая и борясь за ее свободу и независимость. Также появилась информация о батальоне, сформированном, если я правильно понял, из пленных российских офицеров, из пленных российских военнослужащих, батальон «Свободная Россия». Насколько он реальный, а не просто в заголовках газет? Участвует ли он в сражениях? Кто в него входит?
насколько он укомплектован, что это вообще такое за батальон из российских легионеров, да, наверное, правильно будет сказать? Да, нам не называют батальон, называют легион. По численности он не дотягивает. Легион. До батальона, конечно, не дотягивает. Это первые удары кистью, первые штрихи. Началось это с того, что приехали добровольцы, которые россияне по происхождению, но граждане иностранных государств. То есть это люди, родившиеся в России, но которых маленькими или не очень маленькими детьми вывезли в Европу, США. Они прекрасно помнят русский язык, но, например, служили уже в натовских армиях и приехали в Европу. Они, когда узнали, что есть, они начали воевать, когда узнали, что они этнически русские, возникла такая некоторая религиозная активность. По этому поводу они захотели пообщаться с пленными и так далее, и так далее. Возникло понять, почему вот я русский, и ты русский, но такие разные судьбы. Пообщались, и часть заинтересовалась этой возможностью, и просто из плена задали вопросы, покажите, а что, как вы считаете. И в этих беседах возникла идея, что многие пленные сказали, сначала сильно задумались, потом сильно задумались, потом, когда увидели Бучу, Гостомель и все остальное, сказали, что они все поняли, и надо останавливать путинский режим. И таких было немного, буквально несколько человек, но они есть. И, кроме того, они проявили инициативу, объявили в интернете, что такой легион создан, набираются добровольцы, и было очень много заявок из России и из других мест мира, где есть Россия. Просто граждане России проходят очень тщательный отбор и проверку. Понимая, что мы воюем с Российской Федерацией, так просто брать на наши ряды, в ряды вооруженных сил Украины граждан Российской Федерации, это очень непростая история. Они проходят предварительный отбор очень тщательно. Начиная с того, что они появляются в посольстве Украины в других странах, там предварительное собеседование, отбор, потом изучение кандидата, потом, если одобрили, он приезжает в Украину, его еще раз осматривают, но через детектор лжи пропускают, потом обучают, потому что в обучении очень много проявляется характеристик человека, видно, потом ему дают знакомиться со своими будущими сослуживцами, потом дают простые задания без оружия, потом сложные без оружия, потом простые с оружием. Так у меня ступенчатая система втягивания. Батальон не скажешь, это несколько десятков человек сейчас, но сам факт такого, что нашлись россияне, которые готовы воевать с путинским режимом, посмотрев, что он вытворяет в Украине, они говорят следующее, что, во-первых, это очень нелегкий выбор для них, тяжелый морально. Именно поэтому не так много людей, потому что это очень тяжелый шаг. А во-вторых, это то, что они борются, как они говорят, мы боремся здесь за свободу России. Потому что они считают, что Россия должна быть свободной от путинского режима. Они считают, что он ее калечит Россию и убивает. Вот это главный месседж, который они просили передать, если я буду общаться с иностранными, с российскими, в том числе. Алексей, давайте тогда вернемся, возможно, к заключительному блоку тем, которые мы хотели с вами обсудить. Странно делать вид, что мы или забыли, или не хотим вас спрашивать о вашем одном из последних заявлений, о том, что для вас лучший вариант — это если бы Путин пожил еще некоторое время, чтобы Россию просто доломали санкциями. Это уже официальные источники. Я проверила, телеграм-канал был с галочкой, который сообщал про крейсер «Москва». Давайте тогда к наилучшему варианту для Украины. Во-первых, неужели вы никак не надеетесь на переговоры, и только еще какая-то продолжительная жизнь Путина — это единственная ваша надежда? Но там же был очень конкретный вопрос журналистов, заданный в подтексте в середине огромного двухчасового интервью. То есть между мной и читателями всегда стоит, даже если они профессиональные журналисты, стоит всегда кликабельный заголовок. Эти кликабельные заголовки наделали дел, но делают они их уже 8-й год, потому что я 8 лет даю интервью, иногда по несколько комментариев в день, и начиная с 2014 года. И ни разу заголовок не соответствовал тому, что я сказал. Поэтому у меня еще счастливая возможность, благодаря вам, еще раз объяснить, что произошло. Наилучшим вариантом являлось бы, конечно, заключение сейчас мирного соглашения по той схеме, которая предложил президент Украины, для выстраивания новой архитектуры безопасности, схема B-24. То есть союз такой альтернативного НАТО с государственными гарантами, которые закрепляют безопасность Украины конкретными практическими шагами, в том числе аналогом 5 статьи НАТО. Готовы только НАТО на 60 суток действует, а у нас прописано 3. То есть это улучшенная статья НАТО. Вот это был бы лучший вариант и для Украины, и для России, потому что безумное количество людей, которые гибнут, можно сказать, с обоих сторон, с обеих сторон, хотя с российской больше, но здесь не повод для злорадства. Не нужно, мне кажется, ни для будущего России, ни для будущего Украины. Здесь надо было бы останавливать военный конфликт и как разумные люди решать это в разумной дискуссии, каковая попытка и предпринята на переговорах.
Ну, мы тогда еще в очередной раз спросим про компромиссы, потому что, например, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что предпочтительной площадкой для продолжения переговоров с Украиной могла бы стать Белоруссия. И я так понимаю, что это условия заведомо невыполнимые. Я сейчас ссылаюсь на слова Владимира Зеленского, которые он произносил еще в начале войны. Вы со стороны России видите какое-то желание к переговорам? И если да, то вот готовы, например, пойти вот на очень конкретный компромисс, встретиться еще раз в Беларуси, например? Они же, вот эти переговоры, они же каждый день идут. Если бы уже у российской стороны не было желания, они, наверное, не шли. Правильно. Что касается белорусских вариантов, то это решает президент Украины. Он и решит. Да, нет. Рассмотрев все варианты. Пока, говорят, Стамбул отличное местечко, и по видео тоже неплохо получается. Алексей Арестович у нас был в эфире. Алексей, спасибо вам большое. Надеюсь, у вас среди ваших многочисленных выступлений и вашей работы находится время отдыхать, потому что все переживают, как в этот страшный период времени на отдых ни у кого не остается. Надеюсь, у вас есть время хоть передохнуть. Да. Ждем вас всегда в нашем эфире. Да. Мы продолжаем. Нино Расибашвили, Руслан Шевединов, канал «Популярная политика».